Приветствую вас. Тема нашего расклада снова Турция. Хочу посмотреть эту страну в контексте других стран, международных организаций, альянсов и так далее. По-моему, Турция куда только не входит. Очень интересная внешняя политика Турции. Значит, мы будем просматривать без какого-то определенного времени. Это где-то там плюс-минус 2 года. Вот в таком диапазоне. Итак, смотрим. Турция, Евросоюз и НАТО. Так интересно, посмотрите на НАТО. Силы, туз пентаклей, королева мечей. Оборонный альянс. Много силы, много мощи. Работа в этом направлении. Значит, если мы говорим про Евросоюз. Башня императрицы, семерка жезлов. Такая интересная достаточно комбинация арканов. Значит, по всей видимости, здесь у нас продемонстрировано не альянс стран, а вот как раз такой вот центр принятия решения в большей степени. Значит, если мы смотрим Турцию, отшельник, восьмерка пентаклей, король жезлов. Необходимость проявления самостоятельности, фокусировка на себе, на своих потребностях, развитие промышленного сектора плюс энергетического сектора. Еще это может говорить нам о какой-то зависимости. НАТО и Евросоюз, ну, традиционно благоприятные арканы. Здесь у нас выпадает десятка пентаклей, семья, влюбленный союз, тройка пентаклей, совместная работа, совместные интересы, цели, задачи. Поэтому здесь все, как правило, без изменений. А вот если мы посмотрим на Турцию в контексте НАТО, то здесь немножко такая странная ситуация. Во-первых, шут, семерка мечей, тройка кубков. Ну, если бы я говорила, допустим, без какой-то определенной цензуры, то я бы сказала, что Турция находится в неоднозначном положении, как и НАТО, собственно. Поэтому здесь у нас могут проворачиваться какие-то манипуляции со стороны НАТО по отношению к Турции. Ну и Турция тоже может, условно говоря, выкручивать руки этому альянсу. В чем, собственно говоря, смысл? Существует необходимость объединения, это раз. Значит, союз, он, не могу сказать, что прям сильно прочный, просто каждая из сторон здесь преследует, например, какие-то свои выгоды. То есть это такая больше ситуативная часть. Старший аркан шут, семерка мечей, может нам говорить о каких-то спорах, кризисных моментах, которые в рамках союза, в рамках альянса могут быть урегулированы. Значит, если мы говорим про НАТО в контексте Турции, то здесь интерес заключается в морской среде. Это раз, это может быть там выгодное какое-то географическое положение. Вот в этом контексте, значит, использование Турции вслепую, ориентация на молодежь, если мы говорим про Турцию в этой ситуации. А если мы говорим в контексте Турции по отношению к НАТО, то это создание каких-то таких нестандартных, нетипичных ситуаций, выигрывать, особенно если мы говорим про экономический формат, про трудовой формат. Здесь у нас может быть какая-то загрузка каких-то мощностей, создание чего-либо, зарабатывание денег. И Турция действительно заинтересована в союзе. Но Турция не так проста, как кажется на первый взгляд. Отшельник, восьмерка пентаклей, король жезлов. Это самостоятельность, это ориентация на себя, на свои интересы. Да, условно говоря, мы с вами дружим, но мы в большей степени похожи на ситуативных союзников. Значит, а если мы говорим про Турцию и про Евросоюз? Солнце, четверка кубков, старший аркан дьявол. Первые лица государства, правительство, предложение, пассивность, долгое рассмотрение. Просматривается определенного рода зависимость. Значит, если мы говорим про Турцию, и если мы, периодически же говорят о том, что Турция хочет войти в состав НАТО, а я бы так не сказала. Почему? Потому что отшельник, восьмерка пентаклей, король жезлов. Турции нужны рынки, Турции нужно экономическое сотрудничество, Турции нужно признание на международной арене, там на уровне, например, лидера, правительства и так далее. То есть здесь такие корыстные интересы, потому что здесь в буквальном смысле можно много заработать. Но есть
препоны определенного характера, потому что башня, императрица и семерка жезлов. Какое-то сопротивление, сложность. Но в итоге на дне колоды у нас двойка жезлов. Это анализ ситуации, это партнерство, выработка решений, выработка стратегии. Если, допустим, задачи сходятся, то они благополучно разрешаются. Так, теперь давайте посмотрим Турцию в контексте БРИКС. Турция, БРИКС. На дне колоды у нас старший аркан влюбленные. Союз, переговоры, выбор, в том числе рассмотрение различного рода, не знаю, там переговорных каких-то процессов, соглашений. Значит, если мы говорим про взаимодействие на сегодняшний день, семерка пентаклей, старший аркан смерть и старший аркан звезда. Значит, если мы рассматриваем в контексте БРИКСа, то здесь у нас система может, альянс может трансформироваться. Значит, это медленная, сложная работа. Семерка пентаклей, старший аркан смерти, старший аркан звезда. Если мы просматриваем, допустим, Турцию в этом контексте, то, конечно, необходимо по семерке пентаклей решение каких-то ресурсных задач, связанных, например, с агропромышленным комплексом, раз. Все, что касается там материалов, ресурсов, которые под землей, это два. Поэтому за счет союзов, за счет альянсов здесь у нас идет популяризация Турции, выход на какой-то новый уровень. Но сказать, что о том, что Турция вот прям в буквальном смысле жаждет во вхождении, я бы тоже так не сказала. Здесь у нас поддержание дипломатических взаимоотношений, встречи, переговоры, какая-то, вот знаете, такая вот активность. Здесь у нас могут быть риторические какие-то вещи ключевыми. Но говорить про союз вот прям в таком смысле я бы не сказала. Тем более, даже если мы рассматриваем старший аркан влюбленные в контексте союза, то здесь сама система у нас склонна к трансформации. Значит, если мы говорим про сам БРИКС, у нас здесь рыцарь жезлов, королева пентаклей, старший аркан луна. Есть и просматривается определенного рода заинтересованность, например, в Турции, как в территории, потому что рыцарь жезлов, королева пентаклей, старший аркан луна – это достаточно привлекательная история, но для каких-то скрытых целей. Для каких пока непонятно. Значит, если мы просматриваем какой-то общий знаменатель по взаимоотношениям, шестерка пентаклей, шестерка жезлов, восьмерка мечей. Значит, это в большей степени очень похоже на внештатного сотрудника, скажем так, больше партнера, нежели чем союзника. Здесь могут просматриваться какие-то общие экономические интересы. Это раз, особенно если мы говорим про систему оплаты, про валюты. Значит, преследование каких-то общих интересов – это два, особенно если мы говорим про публичность мероприятий, про выступления, про какие-то площадки. За счет Турции можно, скажем так, увеличить в том числе привлекательность БРИКС, но восьмерка мечей – это блокировка, это ограничения, это санкции. Поэтому я думаю, что Турция может действительно сотрудничать либо со странами БРИКС, либо в формате БРИКС, но на каких-то особых условиях с ограничениями в том числе. Еще как один из вариантов шестерка пентаклей, шестерка жезлов и восьмерка мечей. Ну, как один из вариантов по обходу санкций, но я бы так не сказала. Но в любом случае посмотрим, поживем, увидим. На этом все. Берегите себя. До новых встреч.